Эта удивительная история началась почти 12 лет назад. Время кажется почти остановившимся с тех пор, когда семья из Великобритании впервые решила принять в дом маленького пушистого комочка — котенка. Тайлер и Эмили Хант пожертвовали почтенными 9 месяцами раздумий, прежде чем решились. И вот настал тот счастливый день, когда они привезли домой очаровательного рыжего котенка. Он был худеньким, с мягкой шелковистой шерсткой и яркими, словно янтарь, глазками. Малыш будто знал, его ждут не просто обычные хозяева, а особенная семья. Когда котенок переступил порог нового дома, он сразу бросился прямиком в гостиную, где играл их сын Элрик. Чувствительный, молчаливый 4-летний мальчик. Элрик появился на свет раньше срока, и первые месяцы его прикладывали всей семье чрезмерную тревогу. У него диагностировали сложный аутизм с задержкой речи, импульсивным поведением. Он резко перепадал между страхом и раздражительностью. Медицинские отчеты свидетельствовали. У мальчика еще наблюдаются симптомы вторичного иммунодефицита, костная структура и мягкие ткани были ослаблены. К тому же ребенок часто задыхался во сне. Врачи то и дело выписывали лекарства, прописывали процедуры. Но в сердце родителей росло чувство, чего-то важного все же не хватает. Ило, так назвали котенка, будто от самого порога знал, что он нужен Элрику. Подбежал к мальчику, беззвучно мяукнул и мягко забрался ему на колени. Элрик опустил ладони на шерсть, почувствовал тепло, и что-то щелкнуло внутри него. Это было впечатление. Здесь и сейчас появился ходячий ангел, дарящий успокоение и безопасность. С самого начала Илу стал незаменимым спутником Элрика. Когда мальчик плакал, кот забирался ему на колени, ласково поглаживал мордочку, отчетливо мурлыча. Если внезапно у малыша начинались приступы удушья, Илу тут же спрыгивал, бежал к родителям и тревожно мяукал, требуя помощи. Связь между котом и мальчиком была на редкость глубокой. Если Элрик был напуган, тревожен или одинок, Ило ложился ему на грудь и громко урчал, его присутствие словно давало сигнал: «Ты в безопасности, я рядом». Ночью кот спал у мальчика ровно до тех пор, пока тот не засыпал, затем устраивался на своей подстилке. Утром он непременно возвращался первым, до пробуждения Элрика, мягко касаясь лапкой его носика. Эта союзническая связь продолжалась более 10 лет, и семья Хантов уже не представляла свою жизнь без Ило. Мальчик крепко держался за кота, а пушистый друг стал мостом между внутренним миром Элрика и внешним окружением, родителями, воспитателями, даже врачами. Однако однажды, 9 октября, жизнь семьи внезапно изменилась. Эмили в тот день, как обычно, готовилась к рабочему дню. Завтракала, приговаривая кофе к детям, укладывала Элрика в школьный автобус и следила за порядком. Дом уже был полон утренней суеты. Младшая дочь Лила подрастала и обожала скакать по дому наперегонки. Когда Эмили направлялась к двери, чтобы выйти, Илло выскочил из открытой двери, кот решил прогуляться. Мама даже не успела окрикнуть его, и тот исчез среди кустов. Сначала она решила, что Илло вернется как обычно. Но когда младший сосед сообщил, что кот попал под машину, сердце замерло. «Он сбит машиной», — коротко и спокойно сказал мальчик, словно излагая математику. Эмили, сжимая младшую дочь на руках, бросилась к машине, выпрыгнула и побежала в сторону улицы. На обочине она увидела Ила, лежащего, обездвиженного, с разбитыми лапами, похожего на расплющенный комок боли. Он тяжело дышал, но не переставал громко урчать. Эмили с болью и осторожностью подняла кота, передала дочери
И вместе они стремительно отправились в ближайшую ветеринарную клинику. Неизвестность, автомобильные гудки, страх — все слилось в пугающий вихрь. Ило продолжал мурлыкать настолько громко, что этажи клиники эхом отразили его голос. Врачи в местной клинике были шокированы состоянием кота. Лапы были практически раздроблены, кости торчали в разных направлениях. Но то, что удивило их еще больше, повреждены были только конечности. Внутренние органы были удивительно целы. Несмотря на тяжелое переломанное состояние, дыхание оставалось стабильным, сердцебиение ровным. Волна надежды пробежала по трибунам тревоги. Однако возможности маленькой клиники оказались ограниченными. Необходимы были высококвалифицированные специалисты, способные провести комплекс операций. Эмили не колебалась. Она сразу направила Ило в крупнейшую клиническую ветеринарную больницу Кембриджа. Центр, славящийся редчайшими операциями и командами хирургов-новаторов. В приемном покое клиники ирландский старший ветеринар, доктор Ник Холланд, тот, что прославился реконструкцией лап котов и собак после травм, лишь устало промолвил: «Усыпите его и заведите нового кота». Он не видел смысла в мельчайших шансах. И вот на этой фразе невинная улыбка на лице Эмили седла тревожную волну до тех пор ясной, но правда ядерной, и все опять рухнуло. Словно монумент надежды рухнул под прессом реализма. Слова доктора застигли врасплох. И в тот же момент Элрик развалился на пол и пришел в ярость. Он стонал, бил ногами, рычал и просил спасти Ило. Мучительная сцена застыла в приемной. Тишина, пронзительная, как смычок над натянутыми струнами. Эмили склонилась над мальчиком. Больше не чаялась и добралась до рук. «Элрик, мы не можем просто так сдаться». Он не переставал рыдать, и слезы потекли по лицу доктору Холланду, а потом, словно дыхание вернулось, кот поднял голову. Ило осмотрел калека-ребенка. Понял, что теперь неразлучно. Вместо того, чтобы лечь и умереть, кот залезал раны внутри сердца мальчика, из которого лились слезы. И это стало событием. Затем он собрал остатки сил и, прижавшись к ногам Элрика, тихо заполз вверх, прямо к мальчику. Рваный, уставший, но еще теплый, мягкий. Он замурлыкал сильно, очень громко. Это был знак: «Я все еще здесь». Слезы на глазах у родителей, надежда на пределе, и помощница-медсестра, случайно наблюдавшая за всем, промолвила: «Поговорите с доктором Нуэлом». Тот, как оказалось, ведущий ортопед-хирург в области травм конечностей у животных. Доктор Холланд позвонил ему прямо в операционную, описал ситуацию. И уже через несколько часов Эмили с Ило в специальном боксе-переноске ехала вливаться в состав самых впечатляющих ветеринарных достижений Британии. Хирургическая команда доктора Ноэла провела сложнейшие операции. Сначала очистили раны, удалили осколки, потом реконструировали каждую кость правой и левой лапы, восстановили связки и сухожилия, а затем заменили часть тканей и кожных покровов. Раны зажили, и начался вторичный этап: реконструкция мягких тканей, установка металлических пластин, назначение инфекционной и обезболивающей терапии. Это заняло непрерывно около 3 недель. Состояние кота стабилизировалось, хотя стоял забор в виде долгих восстановительных этапов. Ило возвращался к активной жизни. Он учился передвигаться заново, сначала с помощью специальных адаптивных палочек, затем 5 лапок сами начали держать вес. Это казалось чудом. Элрик раскидывал локтями воздух, когда узнал, что кот начал самостоятельно питаться. Первый сигнал к возвращению его друга домой. Но путь домой был непрямым. Клиника находилась в 500 километрах от Ханта, и поездка туда-зад домой занимала около 8 часов.
Родители в течение следующих 3 месяцев организовали график посещений по 4-5 часов в день для каждого визита. Поначалу это придало Ило стабильность. Он видел, как его мальчик выходит из лифта и замирал ожиданием света. Психологи, наблюдавшие и ребенка, и кота, отмечали: уровень стресса Элрика снизился заметно. Он стал спокойнее по ночам, улучшился сон, даже произошло несколько спонтанных слов. Эмили иногда жутила. Кажется, что кот подарил нам болезнь, любовь, столь сильную, что она лечит. Ило оказался невероятно мужественным. Во время всех процедур он ни разу не попытался укусить или улизнуть. Ни одна таблетка, ни один укол не выбили его из курса. Он переносил боль стойко, словно понимал: сейчас он борется не только за себя, но и за лучик надежды в глазах Элрика. Со временем кот поправился, хромота постепенно исчезла, а заживающий корпус обрел прежнюю элегантность пушистого благородства. На фотографиях он уже дома, рядом с Элриком. Тот мягко гладит Ило, а кот лежит у мальчика на коленях с закрытыми глазами и будто благодарит невидимого погонольщика за шанс вернуться. Родители сняли эти моменты на смартфон, чтобы потом показать командам врачей. Смотрите, он не только жив, он счастлив. Семья решила, что рационально было бы приобрести специально адаптированный для кота домик с низким порогом, нянечной подстилкой и укрытием в сарае. Но Элрик настоял: он должен быть дома со мной. Так и было. Ило вернулся в дом семьи Хантов навсегда, на коленях мальчика, как настоящий ангел-хранитель. А доктор Нойл и доктор Холланд наблюдают за ним дистанционно. Теперь регулярно получают фото или видео из любви семьи, восстанавливающейся и крепнущей. Прошло уже 7 месяцев после выписки. Ило ест, прыгает, толкается, мурчит. Его внутренняя сила и прежняя игривость вернулись. А главное, снова рядом с Элриком. Мальчик продолжает прогрессировать. Он научился считать, построил первые предложения, у него появилось желание рисовать. Еще недавно он боялся незнакомцев, а теперь тянется к детям в саду, чтобы показать рисунок с Ило. Психиатры и логопеды, работающие с ситуацией, заметили: связь ребенка и кота стала настолько сильна, что Ило по-настоящему помогает участвовать в терапии, снижать тревожность и укреплять привязанность к коммуникации. Даже врачи порой произносят: это не просто кот, это настоящий медицинский инструмент поддержки. Цитата одного прошлого лекаря, изучавшего терапию с помощью животных. История этой семьи стала примером для многих. Мама Эмили делится видео, рассказы, фотографии Ило и Элрика. Ее профиль набирает тысячи подписчиков, а люди со всего мира следят за судьбой кота-героя. Они пишут слова благодарности, дарят медальоны, отправляют открытки. Местные школы приглашают хантов для рассказов о силе дружбы, толерантности и преодоления. Жизнь мальчика и кота стала символом надежды. Доказывает, что даже на краю отчаяния можно найти спасительный мост. Верность, любовь, преданность. Илла живет уже 11 лет. Возраст почтенный для кота. И каждый новый день он проводит рядом с мальчиком, которому подарил смысл, стал ангелом-хранителем, помощником и другом. Конечно, впереди еще риски: кутилизация травм, побочные явления от пластин, потребность в периодических визитах к докторам. Но пока оба сильны и не уступают ни боли, ни страхам. Эмили и Тайлер, наблюдая за своими любимыми, чувствуют благодарность неземную. Они понимают, порой именно животное приносит в дом больше, чем дети и родители. Оно несет свет и умиротворение. Ило стал больше, чем только кот.
Он символ доброты и любви, которая лечит лучше любых лекарств. И Элрик знает. Пока он рядом, он сильнее, уверенней, готов к жизни, дружбе и открытиям. И может вырасти смелым человеком, потому что в мире есть любовь, и она имеет кошачьи усы и рыжую шерсть. Порой в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда несколько людей говорят «не получится», «это слишком больно», «лучше забудьте». И встречается тот, кто верит. Может быть человек, может быть кот. Главное — не сдаваться, не отказываться от чуда. Ило и Алрик — настоящее чудо, и их история напоминает нам. Любовь сильнее боли, связь сильнее страха, а дружба сильнее самых сложных обстоятельств.